Привет, мои дорогие! Я хочу записать вам видео, вернее, записываю вам видео о том, какие инструменты вам понадобятся для обучения. Вообще, наш курс с вами рассчитан на то, чтобы мы могли начать свой бизнес прямо дома. То есть мы можем спокойно использоваться и обойтись как бы домашним оборудованием. Это плита, вы знаете, что это такое, да? Это духовка, вы тоже, наверное, знаете, что это такое. Это, соответственно, ковшики. Такие штучки, где варят, да, это ложка для перемешивания, вот, это формы для выпечки или противни для выпечки, которые подходят к вашей духовке. По поводу противней и форм у меня нет каких-то предпочтений, я люблю цельнолитые из алюминия, вот, и, соответственно, из сложных нам понадобятся с вами весы и термометры. Это то, что обычно не бывает дома, это надо будет докупить. Показываю весы. Обычные весы кухонные, вы как бы также знаете, но они разного цвета бывают, разного чуть размера, тут как бы ничего нового. И весы, микровесы, это я называю, как сказать, инструмент наркоторговца, да, они называются ювелирные. Зачем? Затем, что у нас в курсе с вами будут несколько рецептов, где чего-то нужно будет полграмма, 1 грамм. 2 грамма. Вот. А вот эти наши весы, они взвешивают от 3 и выше. То есть меньше 3 грамм, они врут немножко, так скажем. И уверены ли вы, что у вас ровно 1 грамм взвесился, а не 1,5, например, или 1,1? Так вот, ювелирные весы, они, еще раз покажу, они любые могут быть, но они всегда маленькие, написано ювелирные. Вот. Они взвешивают вам грамм ровно, 1 грамм ровно, 1 или 1,5, или 2, или 3, или 5. В этом их огромный плюс, и их обязательно нужно купить, потому что для некоторых ингредиентов превышение в 2 раза, в общем, для всех ингредиентов превышение в 2 раза это критично. То есть, если вы положите муки вместо 500 грамм килограмм, скорее всего, у вас ничего не получится. Хотя я в вас верю, у вас абсолютно точно все будет хорошо. Вот. То же самое про маленькие ингредиенты. Маленькие, почему их мало-то? Потому что они сильные очень, потому что они прям сильно действуют, они прям какие-то яркие, какие-то прямо такие. Вот, да, и поэтому, если вы его в 2 раза больше положите, скорее всего, есть это будет невозможно. Поэтому вот тут в этот момент тщательности взвешивания, он очень-очень-очень-очень-очень важен. Дальше из того, что тоже вряд ли у вас есть в домашнем этом самом, это термометры. У меня их 3 штуки, вам надо 2. Но я все 3 покажу, потому что они разные по смыслу. Вот. Короче, самый редкий термометр, который вам понадобится тем, кто дойдет у меня до 5 разряда, это называется пирометр. Это инфракрасный измеритель поверхности. У меня рука 23 градуса сверху. И вот его плюс в том, что он, вернее, и минус тоже, что он только поверхность меряет. Вот. Им можно мерить шоколад. И в основном он у нас используется для шоколада. Еще раз, пирометр для шоколада. Прямо упаси бог вам им измерять какую-то жидкость кипящую, сироп, еще что-нибудь. Почему? Потому что он у вас измерит поверхность жидкости, а жидкость сверху чуть-чуть прохладнее, чем внутри. И вам это может стоить, прям прилично. Дальше у меня термометр следующий, который точно вам понадобится, термометр для духовки. У меня есть видео, где я рассказываю о бисквитах, вот, и о сложностях приготовления. Вот там вот про это будет, зачем он нужен. И, короче, это вот прямо must have, это очень необходимо. Вот это обязательно надо купить. Он всегда выглядит как такой часики. Вот он у меня уже такой хорошо бывалый, он уже 3 раза падал в бисквиты, там запекался. Вот, много пережил всяких неприятностей, да. Он есть китайский, там 300 рублей, у меня какой-то, я везла из-за границы, он где-то порядка 1000 рублей стоит. Любой. Вот зачем он нужен потом? И так как мы будем варить сиропы с вами, мы будем проходить на агаре птичку, мы будем проходить с вами зефиры, то есть много где будут сиропы, то сиропы тоже надо измерять. Вот, они измеряются термометром с щупом. Вот этот щуп опускается в жидкость, и вот он меряет жидкости, сиропы, сколько градусов. Вот. От щупа идет такая типа проволочка, проволочка втыкается в часики, в измерительный сам инструмент, сейчас воткну. Надеюсь, он там ничего не заорет. Нет, вроде не заорал. Вот 29 градусов измеряет. Что он тут измеряет?
29 градусов намерил. Вот. Соответственно, бывает такой же щупик, и вот на нем сразу же термометрик такой маленький. Это тоже нормально, тоже подойдет. Мне вот просто с проволочкой удобнее, этот опустила, а этот где-то там лежит, отдыхает. Вот. Это из сложных, что надо будет купить. Раз, два, и микровесы, и обычные весы. Потому что дома, кстати, мы тоже чаще всего не взвешиваем ингредиенты. Вот, а это важно. И я об этом тоже каждый раз буду говорить, что чем ты точнее взвешиваешь, тем более стабильный и прогнозируемый у тебя результат. И тогда ты как бы сможешь повторить его или повторить там какое-то другое, в каком-то другом немножко варианте. Понятно? Вот, то есть из инструментов сложностей, особенно вот на 4-м, каком-то нет. Это что касается выпечки. Как только вы доходите до инструментов по декору, то в зависимости от того, какой декор, каждому из этих курсов будет свой набор инструментов. Отдельный инструмент у нас на сахарные цветы, список с фотографиями прямо перед курсом вам выдаст, как бы, ну, там в уроках прям выложен. Отдельные у нас с вами инструменты на муссовые торты, там формы будут у нас силиконовые, и я показываю там вариант, как сделать без силиконовой формы, эконом-вариант. Я же знаю, в какой стране мы живем, да? Вот, тоже свой набор инструментов. Например, для лепки свой набор инструментов, немного, кстати. Для малазийской техники свой набор инструментов, тоже немного, кстати. Потом у нас есть что там, работа с сахарным кружевом, свой набор инструментов. Вот, это к тому, что по декору уже у каждого свой набор инструментов. И у вас в итоге к концу курса, да, если вы идете ровно по плану, то есть это через 6 месяцев, если торопитесь быстрее, если не торопитесь, чуть медленнее, у вас должны итого получиться все инструменты быть в наличии. И это очень хорошо, потому что чем более разнообразными техниками вы владеете, тем больше, соответственно, счастья и радости вы можете принести своим заказчикам, ну и больше денег заработать. Это тоже очень важно. Так, по инструментам вроде все рассказала.